Здравствуйте, зрители моего канала! Рад вас снова приветствовать. И сегодня я хочу показать вам коллекцию фильмов, в которых снялся известный американский актер Сэмюэл Л. Джексон. 21 декабря этого года, 2023, этому актеру исполнилось 75 лет. У меня в коллекции достаточно много фильмов, где он появлялся. Сначала я покажу фильмы, в которых он появлялся в главной или в роли второго плана, затем эпизодические роли и, наконец, фильмы, где он озвучивал персонажа. И начать хочу со «Звездных войн». Сэмюэл Л. Джексон снимался в данной франшизе в роли персонажа Мейса Винду в первой, второй и третьей частях данной франшизы. «Звездные войны». Далее, следующий фильм. Это фильм «Криминальное чтиво». Фильм Квентина Тарантино. Один из важных фильмов для карьеры Сэмюэла Л. Джексона. И данное кино есть у меня в коллекции. Следующее кино. Это фильм из серии фильмов про Джека Райана. В данном случае он снялся в фильме «Игры Патриота», где в главной роли исполнил Харрисон Форд. Джек Райан. «Игры Патриотов». Далее, следующее кино. Также Сэмюэл Л. Джексон снимался во франшизе «Крепкий орешек». В данном случае он снялся в фильме «Крепкий орешек 3. Возмездие». Вот диск с третьей частью. Следующий фильм. Это фильм Дага Лаймана «Телепорт», где Сэмюэл Л. Джексон выступил в роли злодея. Далее, следующее кино, это у нас ремейк Робокопа, где Сэмюэл Л. Джексон также появлялся в данном кино. И данный фильм, ремейк Робокопа, есть у меня в коллекции. Следующее кино. Это «Джанго освобожденный». Увы, пока только на DVD есть у меня в коллекции, но данное кино все-таки присутствует. И это у нас фильм Квентина Тарантино. Еще один фильм Квентина Тарантино. Это фильм «Омерзительная восьмерка», где у нас также снимался Сэмюэл Л. Джексон наряду с другими актерами. Представлен у меня на Blu-ray. Далее, «Неуязвимый», где Сэмюэл Л. Джексон снялся с Брюсом Уиллисом. Это у нас фильм М. Найта Шьямалана. И это у меня итальянское издание данного фильма. На данном издании есть русский язык. Следующее кино. Это фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода». И Сэмюэл Л. Джексон снялся у нас в первой самой части «Парк юрского периода». Далее. Тим Бертон. У данного режиссера фильм Сэмюэл Л. Джексон тоже снимался.
Это у нас «Дом странных детей», мисс Перегрин, где у нас актер Сэмюэл Л. Джексон опять в роли злодея. Еще Сэмюэл Джексон в роли злодея и фильм «Кингсман. Секретная служба», где он снимался вместе с Колином Фёртом и Майклом Кейном. Ну, это и также актером Тереном Эджертоном. Далее фильм про Кинг-Конга, «Конг. Остров Черепа», где Сэмюэл Л. Джексон снялся с Томом Хиддлстоном, Джоном Гудманом, Бри Ларсон и Джоном Си Райли. Это у нас фильм из Монстерверса. И еще один фильм «Телохранитель киллера», где Сэмюэл Л. Джексон снимался вместе с Райаном Рейнольдсом. Такое вот издание у меня. Здесь у нас уже другое изображение. Другая обложка англоязычная. И есть карточки. С одной стороны они вместе, Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон, а с другой стороны у нас кадры из фильма. И также кадры со съемок. Следующее кино. Далее покажу фильмы из киновселенной Марвел, где Сэмюэл Л. Джексон был в роли персонажа Ника Фьюри. Фильм «Первый мститель». Далее у нас «Железный человек». Присутствует внутренний арт в данном издании. «Железный человек 2». «Первый мститель. Другая война». Видим Сэмюэла Л. Джексона на обложке данного издания. Далее у нас фильм «Тор». Далее у нас фильмы из серии про Мстителей. Первые Мстители. В формате 3D. Присутствует внутренний арт. Далее Мститель Эра Альтрона. Видим Халкбастер. И третья часть Мстителя Война Бесконечности. Видим, есть героев, которые собираются вступить в бой. Далее фильм «Капитан Марвел», где была представлена омоложенная версия Сэмюэла Л. Джексона. И, наконец, последний фильм из киновселенной Марвел с Сэмюэлом Л. Джексоном, который мы видим на обложке. Это «Человек-паук. Вдали от дома».
повторюсь еще раз, во всех этих фильмах Сэмюэл Л. Джексон снялся в роли персонажа Ника Фьюри. И, наконец, фильмы, где он либо озвучивал, либо где снялся в эпизодической роли, то есть очень короткие роли или камео. И самая ранняя работа с Сэмюэлом Джексоном — это у нас Эдди Мерфи, «Поездка в Америку» фильм, где у него маленькая эпизодическая роль. Далее фильм «Море любви» с Аль Пачино. Здесь у него также была небольшая роль. Следующий фильм — это у нас фильм режиссера Стивена Содерберга «Вне поля зрения». Здесь также появлялся данный актер. Фильм Мартина Скорсезе «Славные парни». Здесь он очень на короткое время появился, его убили сразу же, персонажа Сэмюэла Л. Джексона. Далее, еще один фильм Квентина Тарантино «Убить Билла», часть 2, фильм 2. Где он на короткое время появляется. И, наконец, «Кингсман. Золотое кольцо», 2 часть, где используются кадры, то есть воспоминания из первого фильма. Воспоминания из первой части. И, наконец, 2 фильма, где Сэмюэл Л. Джексон озвучивал в оригинале. Это у нас серия «Суперсемейка». Первая часть «Суперсемейка». И также «Суперсемейка 2». И это было последнее издание на сегодня. Такая вот коллекция фильмов с актером Сэмюэлом Джексоном у меня есть. Повторюсь, он много снимался и снимается. И по этому показателю является одним из самых кассовых актеров. То есть общие сборы фильмов, где он появлялся в том или ином виде, составляет больше 25 миллионов долларов. Больше 25 миллиардов долларов. Один из самых кассовых актеров после Стэна Ли. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео и пока.